Привет, с вами Hytale Team. Множество информации об игре содержится в блоге разработчиков на их сайте, но не все обращают на нее внимание, и мы решили это исправить. С сегодняшнего дня мы начинаем вести рубрику «Дневник разработчика», где мы будем рассказывать о нововведениях вселенной Hytale. В этом выпуске мы затронем тему NPC в игре и наработках будущего интерфейса, а также расскажем о новых обновлениях, связанных с погодными эффектами. Приятного просмотра! Начнем с интерфейса игры. По словам разработчиков, интерфейс находится на стадии разработки, и в конечном итоге он еще не раз сменит свой вид. На первом скриншоте мы видим, что игрокам будет предоставлена возможность редактирования персонажа, из которой можно понять, что вариации различной экипировки и ее расцветки будут достаточно обширными. Это, безусловно, огромный плюс. Каждый модуль вашего персонажа, его лицо или же строение тела можно будет изменять так, как вы захотите. Не исключено, что различные эксклюзивные элементы одежды будут открываться за донат-валюту. В верхней части экрана мы можем увидеть панель с быстрым доступом к различным режимам. На данный момент доступными режимами являются приключенческий. В нем вы сможете насладиться игрой в одиночку или со своими друзьями. Многопользовательский. Здесь вы сможете подключиться к сторонним серверам, которые не дадут вам заскучать. И специальный режим с мини-играми, в которых вы сможете оттачивать свои навыки в игре. На данном изображении представлена информация о будущем названии одной из локаций, а именно Temple of Gaia, что в переводе означает Храм Гаи. Справа от названия, от основной локации, мы видим надпись Garden of Elements, сад элементов. Это свидетельствует о том, что в игре будет иерархия городов и регионов, таких же, как и в других MMORPG. Сад элементов будет одной из подлокаций Храма Гай. Об этом свидетельствует значок зеленого дома, который указывает на место главного спавна, где, скорее всего, будет находиться мировые врата, войдя в которые можно будет путешествовать по вселенной Hytale. На карте у игрока обозначен один из ключевых сложных квестов по убийству голема. Скорее всего, этот голем будет выглядеть именно так. В левой части карты видны элементы, которые обозначают различные места в локации, с которыми можно будет взаимодействовать. Здесь видно расположение самого игрока и его друзей на карте. При желании можно будет ставить маркеры, которые вам помогут ориентироваться по миру. Карта будет прорисовываться по мере вашего прохождения. Это можно понять по затемненным участкам границ локации. Этот скриншот содержит в себе множество информации о внешнем виде инвентаря игрока и крафта. Именно так будет выглядеть будущий верстак. Его описание гласит, что он используется для создания оружия ближнего и дальнего боя, чертежи которых могут быть найдены разбросанными по всему миру. Непосредственно в самом инвентаре игрока мы можем увидеть ряд вещей, а именно серый меч одного из трорков и его улучшенную зеленую и синюю вариацию, эпический клинок, топор серого и легендарного качества. Здесь имеются два объекта из золота, которые скорее всего являются шлемами. Они также будут иметь вариации качества, как и вся броня в игре. Для создания меча вам понадобится две светлые кожи, одна из которых уже имеется у игрока. Остались два предмета неизвестного предназначения. По нашим предположениям, это глиняный сосуд, а это, возможно, шкура зайца. Свои догадки по поводу того, чем могут являться эти два объекта, вы можете написать в комментариях. Мы обязательно их прочтем. Сверху представлено меню верстака. Здесь есть подразделы для крафта топоров, булав и секир с луками. Имеется удобная функция крафта сразу 10 предметов или на те ресурсы, которыми вы располагаете. Переходим к самому интересному, к интерфейсу игрока. Помимо слотов под броню, ниже мы видим 4 места для колец, которые будут давать различные прибавки к характеристикам, и одно место неизвестного назначения. Предположительно, это будет руна, усиливающая все кольца одновременно. Ниже представлена информация о здоровье игрока, его дополнительном здоровье, которое будет давать броня или усиливающие кольца. Следом идет неизвестная синяя сфера, наверняка это будет как-то связано с магией. Эти характеристики, скорее всего, отображают уровень владения теми или иными навыками. Напомним, что ваши предположения мы ждем в комментариях. Этот концепт диаграммы позволит игрокам экспериментировать с крафтом ингредиентов и компонентов, чтобы сделать ваше оружие более мощным. В этой системе вы сможете комбинировать различные вещи для создания новых рецептов. На последнем скриншоте изображены характеристики оружий. Как мы видим, меч серого качества не дает дополнительных эффектов при атаке, в отличие от огненного меча, который имеет шанс поджечь врагов. Исходя из описания, эти два меча медленные и являются двуручными. Чего не скажешь о легендарном одноручном топоре,
который помимо быстрой скорости атаки и высокого ДПС, имеет возможность поглощать души убитых вами врагов, увеличивая ваш урон. На этом топоре имеется и дебаф, который отражает часть нанесенного урона, что говорит нам о наличии неприятных эффектов на различные экипировки. Нагрудник под названием солдатская бригантина синего качества дает 28 брони, 9 дополнительного здоровья и 13 к устойчивости атакам врага. Если вы хотите узнать больше информации о студии разработчика Hypixel и о возможностях игры в целом, переходите в нашу группу ВКонтакте. Там вы найдете переводы статей со специального сайта Hytale и множество различных интерактивов. Теперь поговорим о тумане в новом обновлении. Изменению подверглись погодные эффекты, которые еще не были представлены в трейлере игры. Здесь видно, как преобразился лес с новым туманом. Это видео также дает нам информацию о том, что животные спят по ночам, что открывает большие возможности игрокам для легкой охоты на них. Помимо обновленного тумана, видна красивая анимация кустов, за которыми прячется тигр, поджидающий жертву. В зимнем биоме этот туман выглядит также красиво. Обратите внимание на плавность анимации листвы у дерева. Этот загадочный биом с лавой и замком выглядит еще более устрашающе с новым эффектом погодного явления. На этом наш выпуск подходит к концу. Мы надеемся, что вы узнали для себя что-то новое. Оставляйте критику и пожелания в комментариях. Мы их читаем и будем улучшать качество видеоматериала. А если вам понравилось видео и вы хотите поиграть с нами, подпишитесь на канал и группу ВКонтакте, чтобы не пропускать важные новости. В дальнейшем здесь будет множество рубрик различного содержания и совместные стримы вместе с вами. Спасибо за просмотр.